Добрый день! Сегодня мы продолжим рассказ о конденсаторах и поговорим об их обозначении и маркировке. Существует большое количество различных видов и типов конденсаторов, и каждый из них имеет свою маркировку, которая наносится на него во время производства. Любой человек, который занимается составлением схем и увлекается пайкой, должен ее понимать и уметь читать. В маркировке содержится вся информация о технических характеристиках данного конденсатора. Рассмотрим обозначение конденсаторов постоянной емкости на электрических схемах. Условное графическое обозначение УГО конденсатора постоянной емкости показано на рисунке и представляет собой отображение двух обкладок конденсатора с выводами. Обозначение конденсаторов постоянной емкости различных видов и типов показаны на этом рисунке. Здесь C1 – конденсатор постоянной емкости, C2 и C3 – электролитические полярные конденсаторы, C4 – электролитический неполярный конденсатор и C5 – это опорный конденсатор. Существует еще одна группа конденсаторов. Это конденсаторы переменной емкости и подстроечные конденсаторы. Их обозначение показано на данном рисунке. Здесь слева направо. Первое. Конденсатор переменной емкости. Второе. Конденсатор переменной емкости трехсекционный. Третье. Конденсатор подстроечный. Четвертое. Конденсатор дифференциальный. И пятое – это вариконт. А теперь рассмотрим маркировку конденсаторов. Огромное разнообразие конденсаторов позволяет использовать их практически в любой схеме. Для правильного подбора параметров электрической схемы необходимо четко владеть знаниями маркировки конденсаторов, которые имеют ключевое значение. Сложность возникает из-за того, что она разнится в большом количестве случаев. На нее влияет производитель, страна-экспортер, вид и параметры самого конденсатора и даже его размеры. На данный момент производителями используются несколько типов маркировки, которые могут располагаться на корпусе конденсатора как по отдельности, так и взаимозаменяемыми значениями. Самый простой тип маркировки – эта емкость напрямую пишется на корпусе, что без лишних движений сразу предоставляет конечному пользователю реальные параметры. И такой способ использовался бы везде, если бы не его громоздкость. Полностью написать емкость получится только на довольно больших изделиях, иначе рассмотреть надпись будет невозможно даже с помощью увеличительного стекла. Например, надпись 100 микрофарад плюс-минус 10% означает, что данный конденсатор имеет емкость 100 микрофарад с допуском в плюс-минус 10% от общей емкости, что равно значению от 90 до 110 микрофарад. Также допускается использование маркировки вида 100 микрофарад плюс 8 минус 10%, что означает разный допуск, равный от 90 до 108 микрофарад. Это самый простой и понятный способ, однако такая маркировка очень громоздкая, поэтому применяется на больших по размерам конденсаторах. Цифровая маркировка конденсаторов, а также численно-буквенная, используется в тех случаях, когда маленькая площадь изделия не позволяет поместить подробную запись о емкости. Поэтому определенные значения заменяются обычными цифрами и латинскими буквами, которые поочередно расшифровываются для получения полной информации. Если используются только цифры, а на подобных изделиях их обычно 3 штуки, то расшифровывать нужно следующим образом. Первые 2 цифры обозначают первые 2 цифры емкости. Третья цифра обозначает количество нулей, которые необходимо дописать после первых 2 цифр. И такие конденсаторы всегда измеряются в пикофарадах. Рассмотрим пример на нашем рисунке.
слева с цифрами 105. Первые две цифры так и оставляем, 10. К ним приписываем количество нулей, обозначенных третьей цифрой, то есть 5. Получаем значение в 1 миллион пикофарад. Это равно 1 микрофараду. На этом же рисунке справа мы видим 4 конденсатора различной емкости. С расшифровкой этих емкостей можно легко справиться и самим, без моего пояснения. Интересная запись выполняется с использованием букв или вместо точки, или как другой величины, что показано на рисунке. Например, 8N2 обозначает 8,2 нанофарады или 8200 пикофарад. 5P6 обозначает 5,6 пикофарад, а P22 обозначает 0,22 пикофарады. Если используется одна или две цифры, они так и остаются. Например, обозначение 5 обозначает 5 пикофарад. Маркировка .33 равна 0,33 микрофарад или 330 нанофарад или 330 тысяч пикофарад. Для определенного класса конденсаторов в конце может дописываться дополнительная кодовая маркировка, например, 100 вольт, что означает рабочее напряжение конденсатора равно 100 вольт. На рисунке слева расположены два пленочных конденсатора. Первый емкостью 0,22 микрофарады плюс-минус 5% и рабочим напряжением 100 вольт. Второй емкостью 1 микрофарада плюс-минус 5% и рабочим напряжением 250 вольт. Маркировка керамических конденсаторов численно-буквенным способом является стандартом для этих изделий. Здесь используются точно такие же алгоритмы шифрования, а сами надписи физически наносятся производителем на керамическую поверхность. На этом рисунке справа расположены два керамических конденсатора. Первый емкостью 0,1 микрофарады и рабочим напряжением 25 вольт. Второй емкостью 0,5 микрофарады. А на этом рисунке мы видим объединенный рисунок почти всех маркировок маленьких конденсаторов. При цветовой индикации маркировка выполняется в виде монотонных полосок, нанесенных на корпус конденсатора. Считывается следующим образом. Если 3 метки, то первые две полоски емкость в пикофарадах, третья полоска множитель. Если 4 метки, то первые две полоски емкость в пикофарадах, третья полоска множитель, четвертая допуск. Если 5 меток, то первые две полоски также емкость в пикофарадах, третья полоска множитель, четвертая допуск в процентах, а пятая это ТКЕ. Если 6 меток, то первые три полоски емкость в пикофарадах, четвертая полоска множитель, пятая допуск в процентах, а шестая это ТКЕ. Напоминаю, ТКЕ – это температурный коэффициент емкости, коэффициент, отражающий относительное изменение емкости при изменении температуры окружающей среды на 1 градус Цельсия, то есть ppm на градус Цельсия или миллионная доля на градус Цельсия. А теперь рассмотрим таблицу и рисунок справа. Конденсатор с тремя полосками слева направо, коричневая, красная и желтая. Это означает 12 умножить на 10 в четвертой степени равно 12 умножаем на 10 тысяч, получаем 120 тысяч пикофарад, что равно 120 нанофарад или 0,12 микрофарады. Конденсатор с четырьмя полосками. Смотрим слева направо. Красная, зеленая, оранжевая и золотистая. Это означает 25
умножить на 10 в кубе равно 25 умножим на 1000. Получаем 25 тысяч пикофарад или 25 нанофарад плюс-минус 5%. Конденсатор с 5 полосками слева направо. Коричневая, красная, черная, красная и черная. Это означает 12 умножим на 1 равно 12 пикофарад плюс-минус 2% и ТКЕ НПО. Конденсатор с 6 полосками слева направо. Зеленый, коричневый, черный, красный, красный и желтый. Это означает 510 умножаем на 10 в квадрате. Получаем 510 умножим на 100 равно 51 тысяча пикофарад, что равно 51 нанофарада плюс-минус 2% и ТКЕ М220. Рассмотрим маркировку СМД конденсаторов. Так как в мире не существует унифицированного стандарта, каждый производитель создает свои стандарты маркировки радиоэлементов. В связи с этим существует большая путаница в расшифровке маркировок. Беспорядка добавляет также тот факт, что на одном и том же предприятии в разные периоды времени могли использоваться несколько противоречащих стандартов. Рассмотрим три основных варианта маркировки СМД конденсаторов. Рассмотрим первый вариант. Код содержит 2 или 3 знака, буквы или цифры, обозначающие рабочее напряжение, номинальную емкость и множитель. Причем буквы обозначают напряжение и емкость, а цифра указывает множитель. В случае двузначного обозначения не указывается код рабочего напряжения. Я думаю, что глядя на этот рисунок, все можно хорошо понять и хорошо разобраться. А сейчас перед вами таблица кодов с примерами. И находя в этой таблице нужный код, можно легко определить и емкость, и напряжение СМД конденсатора. Рассмотрим второй вариант. Код содержит 4 знака, буквы и цифры, обозначающие номинальную емкость и рабочее напряжение. Буква, стоящая в начале, обозначает рабочее напряжение. Последующие знаки – емкость в пикофарадах, а последняя цифра – количество нулей. Возможны два варианта кодировки емкости. Первые две цифры указывают номинал в пикофарадах, третья – количество нулей. Второй вариант. Емкость указывает в микрофарадах, знак μ выполняет функцию десятичной запятой. А теперь рассмотрим третий вариант. Если величина корпуса позволяет, то код располагается в две строки. На верхней строке указывается номинал емкости, на нижней строке рабочее напряжение. Емкость может указываться непосредственно в микрофарадах или пикофарадах с указанием количества нулей. Например, на рисунке слева верхняя строка 10, нижняя строка 6В, что означает, что конденсатор имеет емкость 10 микрофарад и рабочее напряжение 6 вольт или 6,3 вольта. На рисунке справа верхняя строка 336. Это означает 33 пикофарада умножить на 1 миллион и равно 33 микрофарада. В нижней строке указано рабочее напряжение 20 вольт. А здесь вы видите, какие бывают типы конденсаторов. Например, БМ – бумажный малогабаритный, БМТ – бумажный малогабаритный теплостойкий, КД – керамический дисковый, КЛС – керамический литой секционный, КМ – керамический монолитный, КПКМ – подстроечный керамический малогабаритный, КСО – слюдяной опрессованный, КТ – керамический трубчатый, МБГ – металлобумажный герметизированный.
МБГО – металлобумажный, герметизированный, однослойный. МБГТ – металлобумажный, герметизированный, теплостойкий. МБГЧ – металлобумажный, герметизированный, частотный. МБМ – металлобумажный, малогабаритный. ПМ – полистироловый, малогабаритный. ПО – пленочный, открытый. ПСО – пленочный, стирофлексный, открытый. Вот на сегодня все. Мы с вами закончили такую большую тему, как конденсаторы. Не забывайте заходить на мой канал, продолжайте изучать основы радиоэлектроники. А пока до свидания, до новых встреч.